Ребят, мы пришли в Facebook. Это, наверное, уже 10-й офис Facebook, который я посещаю. Офис вообще дофига где есть, но где именно такой красивый офис, где можно прям прийти и посмотреть что-то? Ну, это, да, это только в долине. Ну, в долине, да, самый Да, и в Лондоне вот большой. В Лондоне. Есть еще в других европейских городах, но там такие маленькие офисы, где просто продажники сидят. Часть начала работы в Фейсбуке — это когда ты едешь, там, первые несколько месяцев, ты едешь в Facebook, в главный офис, и там у тебя часть вот как бы ориентации проходит, тебя учат там. Схема такая, что как бы в центре находится open space, где там такие столы просто как, не знаю, как на заводе такие, там где швеи шьют какую-то одежду, только у нас вместо швей вот такие столы с компьютерами. У нас в США очень много офисов есть, ну, в главном, который ты был, в Сиэтле, в Бостоне, в Нью-Йорке. Вот, если нужно с ним переговорить, просто вот переговорку бронишь и как бы разговариваешь с ними. Так, ну пойдемте дальше. Тут будет такая зона для сна. У нас же интернациональный офис, есть люди, которые приезжают из главного офиса, и у них там джетлаг, чтобы отдохнуть. Тут есть зона, да, зона такая тихая. Тут вот такой, не пойму, кто-то ботинки есть, да, но кто-то спит. Человек забирается в трубы? Да, это такой вот. Здесь никто не спит? Давай посмотрим. Сейчас будет такой файл, если мы откроем, там кто-то спит. I'm sorry. Кто-то пришел просто без ботинок, поэтому не удалось задетектить. Сколько этажей занимает Facebook? Сколько людей работает в Лондоне? 1300. Вот именно в этом офисе. Вообще зданий тут несколько, но вот в этом офисе все программисты сконцентрированы. Еще есть пару зданий вокруг. Там в основном люди сидят, которые занимаются такой работой. Другой там звонят кому-то, еще что-то. И, кстати, у нас офис, сейчас он не так хорошо выглядит, точнее, это последняя твоя возможность посетить старый офис, потому что мы переезжаем через неделю. Другой офис, ты вот видишь, коробки тут везде разложены. Тут просто люди складывают все сейчас, все свои вещи. Класс. Да, вот мы как раз когда ехали, я не знаю, ты обратил внимание, мы вот так прям красиво поднимались по вот этой шахте в центре. Да. Да, ну вот мини-китчен, который на каждом этаже есть. Ну да, это везде. Да, стандартная вещь. Просто самые здоровые вещи здесь, невкусные, как бы спрятаны, да? Кстати, здесь такой нет. Вот в Инпике, в главном офисе, там затемнено, да? Здесь... Они там тонируют, а здесь все... Не, у нас тут климат похуже, поэтому нам нужно побольше сахара, жира. Да, вот здесь вот кладут candy of the month, типа самая как бы сладость, которая в этом месяце актуальна. То есть меняется каждый месяц. В этом месяце доширак у нас есть. Вот тут есть у нас гонг, как бы в него ударяют, когда что-то важное происходит, потому что он прям звенит на весь офис. Вот мы на первом этаже, который наш принадлежит. И вот все, что выше, все наши этажи. Все, что выше вверх того этажа, где находимся мы, все принадлежит. Клево. Да, тут у нас такая vending machine со всякими штуками. Тут везде указана цена. Да, чтобы у тебя совесть. Да, чтобы у меня совести. Да. То есть у нас такая, да, политика, что ты типа должен знать, насколько ты компанию обворовываешь. Да, ну это, наверное, все про 6-й этаж. Потому что тут основное место, конечно, занимают все столы, где люди работают. Тут опять же вот все в этих ящиках, потому что люди готовятся приезжать. Так, здесь у вас такой раздельный сбор мусора, да? Да. Ну, я не знаю, это, наверное, местные какие-то законы, потому что, ну да, у нас 3 вообще ящика есть. Есть вот то, что для переработки, для всякой упаковки и типа то, что там, не знаю, гниет, что можно выкинуть там в яму какую-то. Вот, кстати, лестницы в офисе их не было. Facebook специально построил, потому что у нас многоэтажный офис, чтобы можно было удобно передвигаться между этажами. Много русскоязычных сотрудников? Да, здесь очень много. Просто вот вообще не скрыться от них. Потому что тут, наверное, человек 50, нет, наверное, 80, где-то так. Ну, просто по отношению к другим людям в офисе это очень много. То есть, прям русская речь вообще в каждой команде представлены люди. Тут есть такая еще переговорка посередине, такая переговорка-бар. Переговорка-бар. Тут проблема с тем, что вот вечером очень мало свободных переговорок, потому что сейчас как раз люди начинают просыпаться в Калифорнии, и многие люди пытаются синхронизироваться в это время, потому что у них утро, а тут еще на работу люди не ушли, поэтому вот это самое такое занятое время для переговоров. Вот это Руслан, читатель твоих постов. Привет. Привет, Руслан.
Что рассказать про офис? Ну, вообще, Вот, например, про- приговорка Хогвартс, тут проходят всякие классы, учат Про нубов, работу новичков. в корпорации зла. Корпорации зла. Почему вы тянете из людей деньги? Почему вы решаете? Почему мы же наоборот, мы пытаемся, как бы цель компании сделать мир лучше. Почему Facebook решает, какие посты мои читатели будут видеть, какие не будут? Так они тебе даже, смотри, они так заботятся о тебе, что даже скажут, какие рекламные посты российской пропаганды ты смотрел. Это такая свежая сегодняшняя новость. Не знаю, правда, наверное, для России это не будет действовать. В смысле, какая свежая новость? Про что? Ну, они сделают тулзу, которая позволит посмотреть, видел ты вот эти проплаченные посты там или нет? Обработали тебя или нет? Да. Можно ли идти на переголосование? Да, как бы ты повлиял на твой выбор это или нет? Ну, там, конечно, смешно. Там как бы на 100 тысяч долларов. Это... Там даже меньше на самом деле, там какие-то вообще смешные суммы. Предлагаю собраться на следующие выборы, скинуться и сделать тоже... Кого-нибудь президентом. Слушай, Я слышал, кстати, что Цукерберг там какие-то такие политические амбиции проявляет. Вон Black Lives Matter, например. Ну да. Вон там правда какая-то. Все, я спокоен. Все есть, все есть. думал, как Гей-парады тоже есть, на гей-парады ходим, Да, естественно. так вроде ходишь, не замечаешь, наверное, откладывается все-таки в голове такой. То есть, а есть специальное приложение в Фейсбуке, которое бы показывало, сколько тут этих плакатов ты видишь в офисе по гей-пропаганде? Нет, Как кстати, по меняется- гей-пропаганде, особенно вот в районе Прайда, вот тут офис весь радужный, там везде радужные флаги, везде радужные постеры. Это что надо платить деньги? Где нужно платить Это деньги. как бы такое пристанище капитализма просто в этом офисе. Тут вот Oculus можно поиграть, тут демо-стенд. Вот, кстати, Русских очень много, вот там флаг российский. да, вон дружба, дружим с Россией, даже русские везде. Вот это, кстати, такой прайд картинка, она появилась перед прайдом. So it's going to be no. Тут всякие развлечения. Давай, комната развлечений. Да, вон ребята играют, тут можно... Ну, почему тут все любят играть только в фифу? Все играют в фифу, я вот... Хотя, подожди, консоли вон тоже все забрали уже, ничего не осталось. Сейчас он офис сцены быстрее. Да, ничего не... Все разбирают. Там музыкальная комната, очень купция. В новом офисе уже был или у вас еще Нет, там Там, видимо, еще ремонт, там последние... будет 10 дней выходной? у нас будет Один день выходной, когда отсюда все тумбочки, личные вещи, все надо будет упаковать в такие ящики и все заберут и увезут в новый офис. Ну там, я не знаю, доделывают, наверное, ремонт, расставляют столы, там, мониторы, всё такое. Ну тут как бы нет такого, что нужно приходить какое-то время определенное. Особо никто не следит за посещением и, в принципе, даже не так важно, приходишь ты на работу или нет. В принципе, даже митинги можно по видеоконференции звонить в переговорке. Это ресепшн главный. И он, кстати, макет офиса нового. да, я не видел. Давайте посмотрим. Там счастливые люди, что-то на стене уже нарисовано. Да. Там снизу будет такая большая столовая, так я понимаю, на первом этаже. Блин, где ты все это читаешь? Где-то в группах там. Там же появились макеты где-то. Планы этажей. Кто обычно привлекает советского человека, который попадает в офис любой там, американской IT-компании? Его привлекает что? Халява. Халява. Потому что большинство вопросов, когда ты показываешь офис, не знаю, там Google, Microsoft, там неважно, все кроме Apple, потому что в Apple работают жлобы, и в долине офис Apple единственный, где даже за яблоко нужно платить $1. Там бесплатно стакан воды не нальют. Вот. Но если мы берем офисы такие, да, то советского человека первое, что его шокирует, это что? Можно взять бесплатно конфету. Смотри, хоп. Можно. Самое крутое у Evernote, я не знаю, они еще живы, не живы, у них на первом этаже на ресепшене у них стоит кофемашина. Каждый топ-менеджер раз в месяц обязан какое-то количество часов простоять за этой кофемашиной и подавать кофе, потому что любой сотрудник может к нему подойти, во-первых, его обслуживать типа топ-менеджер, это как бы такая, ну что типа у нас все равны, а во-вторых, самое главное, может с ним пообщаться. То есть это та единственная возможность, когда ты можешь там с директором или там с главным бухгалтером или, ну еще там с кем-то можешь вот так вот прийти, и пока он тебе готовит кофе,
кофе, это как раз типа вот те несколько минут, которые, как твой звездный час, ты можешь, пока ждешь, ему все высказать, все, что наболело. И там, наверное, иногда выстраивается даже очередь, когда начальник службы безопасности это говорит, Можно поругать его кофе Да. в момент, когда можно сказать, ну говно ты сварил. да, вот. И вот у нас здесь столовая. В Калифорнии, Да. во-первых, там много очень ресторанов, куда ты можешь пойти. Там просто в каждом здании есть по отдельности. У нас здесь еще соседнее здание, там еще одна столовая. Это все. И даже есть приложение, ты там можешь выбирать как бы в ресторан по приложению, смотришь, какое Вот меню. это я не знал. Да, На меню есть меню. да, здесь как бы ты приходишь просто Я помню, я в Калифорнии стоял в очередь за бургерами. Пойти сюда или на соседнюю, Соки, свежевыжатые соки, здоровье. Ну, я не уверен, насколько они серьезны. Ну, похоже, судя по осадку, да, похоже, что они свежевыжатые. И салат-бар. Вот. Да, ну, конечно, я помню, какой салат-бар в Сан-Франциско. Там салат, это не бар, это салат-дворец. Там те 10 видов разной травы, Там вот который целый в углу, в самом вот, там в углу, там огромный. Да, тебе их там мешают. В общем, там ты можешь сделать себе вообще все, что... Обед, точнее ужин. Вот ребята уже десерты взяли. В общем, что я могу сказать? Еда скромненькая, видели мы столовые получше. Прогоняют домой. Мне кажется, это всякие вот здесь индусы и пакистанцы вокруг пролоббировали, чтобы здесь была плохая еда, чтобы вы ходили есть шаурму у них. Ну, в Калифорнии та же самая система. Там тоже, там ужин намного хуже, чем обед. Но обед у вас поинтереснее. Говорят, завтрак еще интереснее, я ни разу не приходил так рано. Помимо всего прочего, у нас тут есть фрукты. Вот, нарезанные фрукты. Можно брать в неограниченном количестве. А также у нас есть десертики. Десертики есть. Значит, это такое passion fruit с этими зернышком маракуйя, да? Маракуйя шоколадная такая хрень. Это типа тирамису, похоже, как будто кто-то уже ел это тирамису. А здесь можно сэндвичи себе сделать. То есть тут вы берете хлеб, тут берете вот всякое наполнение. Знаменитая лондонская телебашня. А это вот Open Space.